Приветствую! Это видео про мой положительный опыт по разблокировке батареи Asus EAPC. Батарея не заряжалась, одна пара банок была мертвой, эту пару пришлось заменить. Я использовал модуль CP2112 и самодельный адаптер для подключения к разъему батареи. Меня вдохновило видео на канале Laptop Battery Repair, ссылка будет в описании. Но я не смог найти адаптер как видео, и я сделал его из подручных материалов. Получилось две версии. Разблокировку делал демо-версией программы B2Works. Сперва я думал обойтись без B2Works. Я разобрал батарею, припаял балансирный разъем и зарядил банки с помощью iMax B6. Но батарея не заработала. Для замены проблемных банок, рассчитывая, что мне удастся избежать блокировки контроллера, я добавил в параллель по одной банке, предварительно выровняв напряжение на родных банках и временных. После отключения сборки от платы контроллера я заменил только проблемные банки, подобрав БУ по емкости. Очень пригодилась точечная сварка. Обратите внимание, что сборка с приваренными лентами плотно входит в корпус батареи. Если перепаивать батареи, кроме рисков перегрева, места пайки имеют определенную толщину. И в итоге может набежать дополнительных 3-5 мм, для которых места в корпусе нет. На моем канале уже есть несколько полезных видео про точечную сварку. Замена двух банок – решение временное, поскольку я не был уверен в успехе данного мероприятия. Так делать не рекомендуется. Лучше сразу заменять все 6 аккумуляторов на новые. После подключения сборки к плате и отключения временных банок, ноут стал заряжать батарею, но отказался от нее работать. Подача напряжения на плюс батареи, подача низкого уровня на контакт SysPresent, а также последовательное отключение и подключение элементов проблему не решили. Необходимо подключаться к контроллеру. Для безопасного подключения CP2112 я решил сделать адаптер. Для изготовления адаптера понадобились плата прототипирования, 4 клеммные колодки KF301, никелевая лента толщиной 0,15 мм и шириной 8 мм. Контакты сделаны из ленты, разрезанной на две части вдоль. Край полосы я сложил 3 раза, такой контакт будет плотно входить в разъем моей батареи. На заготовку я одел термоусадку, которая будет изолировать контакты друг от друга. Сначала я впаивал согнутые буквой P ножки, а к ним контакты из полосы. Поскольку шаг клемм 5 мм, а шаг контактов в разъеме батареи значительно меньше, то необходимо подгибать контакты адаптера. После пайки и формовки я проверял результат непосредственно на разъеме батареи. Аналогичным образом я установил остальные 6 контактов. У меня всего 8 контактов, но этого достаточно для подключения к батарее с 9 контактами. А вот адаптер на 9 контактов уже не получится вставить в батарею на 8 контактов. Я соединил выводы полос и клемм. После пайки и гибки выводов их длина оказалась разной. И я использовал штангенциркуль в качестве кондуктора, чтобы выровнять длину. Я не рекомендую выравнивать контакты, вставив адаптер в разъем батареи, поскольку это может повредить плату батареи. Для фиксации необходимого расстояния между контактами я залил адаптер черным термоклеем. В ходе сборки пришла идея добавить индикатор плюсовых выводов, поскольку подключение линий дата и клок к плюсам батареи повреждает модуль CP2112. Индикация исходит из предположения, что плюсы и минусы парами расположены по краям разъема. Я использовал светодиоды диаметром 3 мм и токоограничивающие резисторы 12 кОм формата 0603. Если батарея рабочая и предположение подтверждается, то на линии с плюс 12 вольт горят светодиоды, предупреждая, что туда нельзя подключать дата и клок. Во второй, более компактной версии адаптера также использованы никелевые полоски толщиной 0,15 мм, разрезанные пополам. Край полосок согнут в 3 сложения с помощью маленьких плоскогубцев, что обеспечивает нужную толщину полосы и хороший контакт в разъеме батареи. Всего нужно 8 контактов. Для крепления контактов я использовал ножки от светодиодов, они достаточно жесткие. Ножки надо согнуть в виде буквы P с нужным шагом. У меня шаг 5 мм, под 3 отверстия в плате. Всего надо 8 ножек, которые я откусил от светодиодов, согнул в нужной форме, вставил в плату. Ножки надо пропаять по всей длине, чтобы они не выпали при установке контактов. После пайки ножки необходимо было выровнять пинцетом. Это проще, чем ловить положение ножек при пайке. Также на все контакты одеты кусочки термоусадки для изоляции. Контакты из полосы надо припаять к установленным в плату ножкам.
Этот вариант адаптера не такой широкий, но шаг платы прототипирования не совпадает с шагом разъема батареи ноутбука. Поэтому после установки надо подогнуть контакты нужным образом. После выравнивания ножек адаптер должен входить в разъем батареи без лишних усилий. Для подключения модуля CP2112 в этой версии адаптера использованы гнезда с шагом 2,54 мм, поэтому она более компактная. Тут тоже есть индикация плюс 12 вольт по двум крайним линиям. Светодиоды диаметром 3 мм пришлось немного сточить по краям. Токоограничивающие резисторы также на 12 кОм размера 0,6-0,3. Перемычки сделаны из тонкого лакированного провода. Положение контактов я зафиксировал термоклеем. А чтобы случайно ничего не замкнуть при работе, весь адаптер тоже залит черным термоклеем. Получился импровизированный корпус, который закрывает контакты и дорожки и фиксирует расстояние между контактами. Поверхность термоклея выровнена с помощью паяльного фена. Для проверки модуля CP2112 моего адаптера и программы B2Works я решил подключиться к исправной батарее. Запустить B2Works можно только при подключенном модуле CP2112. К модулю я припаял только 3 гнезда на необходимые контакты земля, дата и клок. Кабель сделан из пинов, провода и термоусадки. При подключении адаптера индикаторы показали, где плюсы и минусы. В гнезда плюсов я вставил заглушку из 2 пинов, залитых термоклеем. Еще 2 гнезда заняли пины для подключения к земле. Клок и дата также распаяны на пару пинов, поскольку эти контакты всегда рядом. Остается запустить чтение и перебором найти клок и дата. Сначала синий впереди и проходим последовательно незанятые гнезда, проверяя наличие данных с батареей в B2Works. Если светодиоды в адаптере не загорелись, лучше вскрыть батарею и прозвонкой определить плюсы и минусы в батарее. Поскольку батарея не считалась, я перевернул красным проводом вперед и продолжил перебор, пока данные батареи не отразились в B2Works. Адаптер упрощает подключение к батарее и поиск клок и дата. Если индикаторы не показывают плюс 12 вольт, это еще не значит, что батарея заблокирована. Возможно, надо подать низкий уровень на один из сигнальных контактов разъема батареи. Но батарея от Asus с контроллером BQ20Z45 не читалась. Тогда я сдался, отпаял батареи, сделал резистивный делитель на резисторах 330 Ом, чтобы можно было подавать 11 вольт с блока питания. Схема с резисторами дает по 3,6 вольта на секцию, чтобы контроллер думал, что аккумуляторы подключены и в порядке. Также рекомендуется выставить ограничение по току на блоке питания в 30 мА. Этого достаточно для делителя и питания контроллера, но при этом контроллер не сможет сжечь предохранитель и добавить хлопот. Работать с резисторами и подключенным блоком питания проще и безопаснее, чем с подключенной аккумуляторной сборкой. По даташиту я вызвонил дата и клок на разъеме батареи, а также контакт System Present. Плата оказалась многослойной, что усложнило задачу. Правильно подключив CP2112, мне все равно не удалось прочитать батарею. При подаче питания на плюс в разъеме батареи начиналось значительное потребление тока. Я предположил, что злопамятный контроллер пытается сжечь предохранитель 12AH3, поскольку до этого были критические ошибки батареи. Я разомкнул цепь управления предохранителя, выпаяв диод, который шел к MOSFET. После этого батарея прочиталась. Мне повезло, и демо-версия программы B2Works прочитала EEPROM контроллера BQ20Z45. Дальше осталось очистить PFF и открыть ключи. Батарея включилась, появилась индикация плюс 12 вольт. Более детально, как работать с B2Works, смотрите на канале Laptop Battery Repair. Также я обратил внимание, что контактные площадки в местах пайки выводов от батарей имеют разрывы. Я убрал припой и проверил тестером наличие разрыва. Теперь можно без опаски впаять аккумуляторную сборку, а потом припоем замкнуть разрывы, тем самым подключать батареи по очереди от минуса к плюсу. Затем я впаял диод цепи управления предохранителем и проверил. Батарея работает на заряд и на разряд. Спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал и успехов в ваших проектах.